Всем привет-привет, мои дорогие любимые! Добро пожаловать на мой канал Diamond Dream. Сегодня хочу сделать для вас разговор с его душой. Очень много получила просьб, запросов именно на этот расклад. И вчера в комментариях под видео, и в личку мне писали девочки. Так что давайте сегодня сделаем разговор при помощи колоды Art Nouveau. Пожалуйста, сконцентрируйтесь на вашем мужчине, представьте его, визуализируйте хорошенько, назовите его имя. Благодарю вас, мои дорогие, за ваши донаты, низкий поклон моим спонсорам. Благодарю вас за ваши комментарии, за ваши лайки, за подписки, за любой способ поддержки моего канала. Итак, разговор с его душой, откровенно, по душам, поговорим с вашим мужчиной. Посмотрим, в каких он сейчас энергиях находится и, конечно, отношение к вам. Вначале, как всегда, дно колоды. Королева Пентаклей. Ну, смотрите-ка что. У нас вчера в раскладе, что происходит в его жизни прямо сейчас, выходила Королева Пентаклей. И идет и здесь сегодня. То есть некая женщина имеет, безусловно, значение в жизни этого мужчины. Здесь может быть женщина земной стихии, а может быть женщина, как Королева Пентаклей, идет просто как ценная женщина для него. Женщина, с которой его связывает что-то серьезное. И она действительно имеет значение в его жизни. А как мужчина сейчас себя проявляет? Какими энергиями окружен? Король мечей. Мужчина, обладающий очень-очень, как бы правильнее это сказать, холодным рассудком. Мужчина, который мыслит очень рационально. Это мужчина закрытый. Это человек очень жадный на эмоции. От такого человека, если вы услышите комплименты, то в какой-то момент он может полностью закрыться, и вы будете не понимать, как так. Когда-то он говорил такие прекрасные слова, комплименты, был нежным. Они могут быть на самом деле. Короли мечей в какие-то периоды своей жизни, они могут быть нежными. Допустим, когда завоевывают сердце женщины. Потом эта личина с них сползает, и наружу выходит король мечей. Такой бесстрастный даже очень часто. Это не имеется в виду интимные отношения. В интимных отношениях он очень даже может быть яркий и горячий. А вообще в отношениях с женщиной в плане эмоционального проявления. Вот это точно не сюси-пуси человек. Такой закрытый и очень конкретный. Очень часто мужчины имеют специальность, связанную с колюще-режущими предметами, или же с быстротой реакции, принятия решений, с интеллектом. Интеллектуальный труд тоже очень показан этому человеку. Причем, знаете, он может быть кузнецом, а может быть философом или писателем. Тут очень разные, конечно, специальности могут быть, но своей работой, своей профессией он всегда дорожит, этот человек. Если она у него имеется, конечно. Король мечей, что тут еще добавить? Не знаю, кто он у вас. Военный, летчик, юрист, кузнец, сварщик или же врач. Ну, в общем, не будем на этом останавливаться подробно. Главное, это его характеристики личностные, как короля мечей. Основные характеристики я вам сказала. Давайте теперь попросим его откровенно перед нами открыть свою душу и рассказать, что сейчас его волнует больше всего. Возможно, какая-то сфера жизни его или обстоятельства. Он или был обманут, причем конкретно, или же сейчас понимает, что кто-то с ним не искренен, кто-то его обманывает, кто-то им манипулирует. Или же прям вот мужчина действительно подвергался некой нечестной игре со стороны кого-то. Вот это его волнует. Ему сейчас немножко даже как бы страшно, возможно, от того, что в окружении своем он видит неискренность. Кто-то, он чувствует прям, что кто-то его обманывает. Кроме этого, сам мужчина может вести себя таким образом сейчас. И его волнует, как бы правильнее сманипулировать кем-то, как бы правильнее схитрить, как бы правильнее выстроить некую такую... некий сценарий поведения для того, чтобы добиться своего. Давайте я спрошу, это больше относится к нему, он манипулирует кем-то, или же его кто-то обманывает? Здесь и так может он отыгрываться, этот аркан. Ну давайте посмотрим. Его обманывают или он обманывает? Вот этот обман, он связан больше с отношениями с женщиной.
И сейчас добавим и посмотрим. Причем с женщиной, с которой он расставался или находится сейчас в расставании, или же еще эта женщина может находиться с ним на расстоянии. Может быть, даже здесь отыгрываться огромное расстояние могут. Разные города и разные страны, разные континенты. Или же, поскольку аудитория расклада очень большая, естественно, здесь будут разные направления информации, но смысл будет очень похож. Здесь с этой женщиной он мог или расставаться в прошлом, или сейчас находиться в расставании. Здесь такая вот история, даже если он продолжает с ней отношения, значит, когда-то они все равно у них прекращались на время, а потом опять возобновляли отношения. А так вот, эта хитрость, эти манипуляции связаны именно с отношением с этой женщиной. Здесь может быть так, что мужчина, допустим, с ней расстался и не знает, на какой, извините за выражение, кобыле к ней подъехать, как бы ей хитренько с ней обойтись, для того, чтобы она его простила, чтобы примирение произошло. Также он, в принципе, может продумывать некие такие сценарии своих действий разных для того, чтобы от этой женщины что-то получить. И здесь могут быть как любовные отношения, так вполне возможно, и это может быть и мать, это может быть и его начальница, к примеру, женщина, с которой у него отношения делового характера. Давайте посмотрим для большинства из вас это что за женщина. Это любимая женщина для большинства. Как бы я не хотела увести нить расклада в сторону, да, что это не о чувствах идет. На самом деле я этого не хотела, я просто вам озвучила возможные варианты. Это женщина любимая. Это та женщина, к которой он испытывает чувства. И сейчас он пытается как-то схитрить, что-то придумать для того, чтобы с этой женщиной либо помириться, либо как-то в принципе наладить отношения. Возможно, чтобы она опять его любила, так как ему хочется. Девочки, ну это все разговор, конечно, о вас. Потому что первый ряд это вы, конечно же. Да, конечно, кто-то может хитрить в его сторону. Он мог подвергаться таким вот действиям нечестным, этот мужчина. Может, здесь двоякая идет информация. Но больше здесь все-таки, конечно, связано с женщиной. И со всем тем, что я сейчас озвучила. Как он относится к вам? Отношение к вам. Дьявол. Я не знаю, что можно было вытащить из колоды еще более яркое, более страстное, более горячее, что просто мужчине сносит голову. Он зависим от вас. У него пристрастие к вам. Здесь мужчина по аркану дьявол. Как он к вам относится? Он без вас жить не может. Он думает постоянно о вас. Вы в его голове не то, что покурить не выходите. Вы там занимаете полностью все пространство. Он ничего с собой поделать не может. Этот человек пристрастен. Этот человек к вам привязан вообще с нереальной силой. Аркан дьявол, как он к вам относится? Он порой, я говорю в своих раскладах иногда, да, что он может называть вас даже как-то, и недавно так было, или дьяволом, или ведьмой, или фея, это тоже может относиться к дьяволу, потому что феи тоже очень разные бывают, волшебница. Не знаю, каким образом он вас может называть, или это он произносит вслух, или в душе он вас как-то называет, но он не понимает, что с ним происходит. Почему он так от вас зависим? И эмоционально, и сексуально, да, в общем, по всем фронтам. Вот это отношение к вам, эта душа его сейчас вам говорит: я от тебя зависим, я к тебе прикован. Смотрите, здесь два человека, приходится их прикрывать стикерами из-за цензуры, хотя красивые здесь тела нарисованы, но они прикованы к постаменту 15-го вот этого товарища, сущности этой. И, по сути, они ничего не могут сделать, потому что ключи от этих оков у него, а они зависимы. Вот такое отношение вашего мужчины к вам. Какие чувства этот мужчина испытывает? Это в общем отношения. Здесь у очень многих из вас отношения какие-то такие с ним. Может быть, на расстоянии. Для кого-то из вас это интернет-роман. А если это реальный партнер здесь и сейчас, и вы с ним не на расстоянии находитесь, то в чувствах вышел аркан как раз эмоций, чувств. Но чувства какие-то... Вот почему я сказала, как интернет-роман, когда человек общается на расстоянии, там что-то себе додумывает, допридумывает, и толком не знает ту женщину, с которой он общается. Возможно, никогда с ней не встречался. Это как примеры я вам привожу просто. Но он себе в голове что-то дорисовывает. Также и здесь чувства, конечно, есть эмоции у этого мужчины к вам. Безусловно, душа его вам говорит: есть эмоции, есть чувства, но я тебя порой
представляю себе в таких вот красках, которых, возможно, в реальной жизни даже нет. Я много фантазирую о тебе, вот это он вам говорит. Возможно, даже он идеализирует где-то в чем-то вас. Чувства здесь есть, эмоции есть, но они окрашены, вот несмотря на то, что он очень хладнокровный, трезвомыслящий мужчина, то, что касается вас, здесь совершенно все идет против его правил. Абсолютно все по-другому здесь, ощущение к вам, и даже, возможно, сценарий его поведения, он какой-то другой, с вами, не такой, как со всеми остальными. Эмоции есть, и очень много думает о вас этот человек. Расскажи нам, пожалуйста, что ты об этой женщине думаешь, как ты ее видишь, кто она для тебя. Ух ты! Слушайте, девочки, вау, у нас сегодня расклад. Если вы с этим мужчиной не муж и жена, он вас видит своей женой. Он вас видит семейным, стабильным, очень глубоким, очень таким порядочным человеком, с которым рядом уютно, тепло, надежно, и просто хочется с этим человеком дальше быть вместе. Потому что это человек сплошное тепло. И это для него, кстати, очень важно. Но тут дело в том, что вышли такие шикарнейшие арканы, которые говорят о том, что, возможно, этот мужчина ваш муж. Если он ваш муж, и что бы между вами ни происходило, даже если есть проблемы, он видит вас, свою семью, свою опору, ту гавань, в которую он всегда придет, его там примут, и он там будет счастлив. Или же сейчас к нему приходит такое осознание по каким-то причинам. Ситуации ведь разные между вами могут быть сейчас. Кто-то из вас в отношениях более или менее ровных, у кого-то совсем все разрушилось, вы расстались, к примеру, у кого-то есть проблемы, но смысл здесь один, четко для всех. Этот мужчина видит вас, свою женщину, свою семью, ту женщину, с которой он по-настоящему счастлив, ту женщину, которую он по-настоящему любит, насколько он вообще способен любить. Вот такие, девчонки, дела сегодня. Ха-ха! Если он не ваш муж, то знайте, что значит у него сейчас появились мысли о том, что он хочет вас видеть своей женой. Хозяйкой в своем доме, хранительницей своего очага. Вашего общего, вернее, домашнего. Мне очень часто в комментариях пишут девочки: Марина, спасибо вам большое за то, что вы сахарную вату здесь не раскладываете в ваших раскладах, да, и нам лапшу на уши не вешаете, вы говорите как есть. Вы действительно знаете, я всегда говорю как есть, а если мне показывают ситуацию сложную и характеристики мужчины сложные, я так и говорю. Вполне возможно, здесь характеристики далеко не самые простые у самого мужчины, но сегодня идет вот такая энергетика. Это мужчина, который считает вас, и мне очень приятно говорить такие слова, потому что не так часто выходят такие арканы, и выдается возможность такие слова сказать. Он считает вас своей женщиной, своей женой, своей опорой. Это тоже очень хорошее слово, когда вы друг для друга опора с мужчиной. Та женщина, с которой ему тепло, уютно, и он с ней счастлив. Ох-ох-ох, сегодня, вот это да. Так что, девочки, вот этот аркан, что он вас немножко как бы идеализирует, что-то там о себе дорисовывает в своем воображении, он это все делает по той причине, что у него к вам абсолютно неординарные эмоции и чувства. И если вы с ним расстались, вполне возможно, он только сейчас понял, насколько вы для него дороги. Если не расстались, значит, все равно сейчас к нему приходит полное осознание того, что это вот вы. Вы та женщина, которая это счастье, земное и даже неземное, может ему подарить и дарит ему. Ух ты, какой сегодня расклад, прям завораживает. Хорошо, будем надеяться, что не будет сейчас ложки дегтя, как это часто бывает. Хотел бы ты с этой женщиной быть дальше? Видишь-то ты ее так. Он вас видит сейчас не только той женщиной, с которой вот он счастлив и мог бы быть счастлив. Он вас еще и видит королевой мечей. Кстати, вы подстать друг другу. Смотрите, король мечей, вы королева, и между вами вышел аркан дьявол. Да, вы друг к другу прикованы, это взаимно. И вы, и он. У вас это вот аддикция, это привязка, это влечение сумасшедшее, оно взаимное. Вы прикованы оба к постаменту.
этой сущности, и, скорее всего, ни вы ничего не можете с этим сделать, ни он ничего не может сделать. Но он сейчас вас, кроме того, что любимая женщина видит еще и женщина с достаточно такой позицией на данный момент жесткой. Вы можете быть обижены на него. Вы, возможно, не дай бог, но могли пережить предательство, обман с его стороны, абьюз, возможно, был. Были некие такие действия или события в отношениях с этим мужчиной, которые вас заставили войти в эти два сложных аркана. Он не знает вообще, хотите ли вы с ним быть дальше. Здесь речь идет об этом. Хотел бы он с вами быть, он понимает, что, конечно, да, по вот этим арканам однозначно да. Но вот какова будет дальнейшая ваша реакция на него и ваше поведение, и простите ли вы то, в чем он виноват, то, что произошло с вами. Я не знаю, что произошло, у каждого здесь своя история может быть. Важно то, что вы находитесь в очень сейчас сложных арканах. Он считает, что вы можете быть обижены и можете занимать сейчас очень такую серьезную, находиться в очень конкретно жесткой позиции в отношении его самого. Вот она вам, ложечка дегтя уже и есть. Ну что, наша жизнь — это не сплошные лепестки роз, которыми усыпан наш путь. Да? Шипы обязательно есть, но без ощущения укола от шипа вы вряд ли ощутите настоящее счастье от мягких лепестков, когда идете по ним своими нежными ножками. Так, ну что, давайте теперь спрашивать дальше, говорить с ним, выводить его, так сказать, на чистую воду. Если ты считаешь, что женщина так к тебе относится тяжело, а как она, что она чувствует к тебе? Вот какие эмоции она к тебе испытывает? Вообще он считает, что вы уже его не очень-то и любите, а кто-то из вас вообще просто устал. Вы как будто с ним в отношениях зашли в глубочайший кризис. Он понимает, что вам вместе тяжело, порознь еще тяжелее. Он считает, что ему так, он себя чувствует так, и у вас то же самое ощущение. Что когда вы расстаетесь, вы начинаете скучать, вам начинает друг друга дико не хватать, но когда вы сходитесь, вновь начинают появляться проблемы в отношениях. Считает ли он, что вы его любите? Давайте так прям напрямую спрошу. То для многих из вас мужчина, сейчас скажу такое слово, но передержал. Возможно, у вас была огромная любовь к нему, или просто был такой эмоциональный всплеск очень серьезный в прошлом, но этот мужчина слишком долго тянул с чем-то, слишком много, возможно, долго, вернее, вам не давал определенности, к примеру, или же, в общем, здесь какая-то длительная ситуация, в которой вы пребывали с ним, и в итоге этот ваш жар, этот пыл, он погас. Он вас передержал просто-напросто. Не знаю, почему мне захотелось сказать это слово, но здесь вот так. Вот именно поэтому и существует такая проблема, что мужчина здесь вообще не в курсе. Вы с ним хотите налаживать отношения, вы хотите с ним дальше быть. Это нам его душа сейчас рассказывает. Как он себя ведет, что он вам говорит, это отдельный вопрос и разговор. Нам показывают суть. И суть такова. Мужчина абсолютно не уверен в том, что вы его любите, и в том, что он вам нужен, и в том, что вообще дальше что-то с вами будет. Еще один аркан выложу и посмотрю. Да, слишком много боли причинил, слишком много было. Здесь, смотрите, девушка сидит и плачет. Возможно, вы плакали из-за него. Причинял вам боль, обижал вас чем-то. Мог быть абьюз, опять повторюсь, потому что, вот такие выходят арканы. Вы посмотрите рядом с пятеркой мечей. Это аркан врага. Это аркан такой очень тяжелый, на самом деле. В общем, ваша линия, когда я спрашиваю о вас, она вышла вся тяжелая. Мужчина прекрасно здесь понимает, что он набедокурил, поэтому все понятно нам с первой линии. Здесь мужчина просто сейчас думает, как залезать эти раны. Для того, чтобы с вами помириться, и для того, чтобы вас вернуть в свою жизнь, или вернуть ваши чувства, вернуть вашу любовь, вернуть ваше
теплое, любящее такое отношение к нему, чтобы вы вновь дарили ему свои эмоции, свою любовь. Он вот этого хочет. Тут он очень много думает по этому поводу, как бы сманипулировать. Но манипулировать вами не нужно, он глупость, конечно, делает. Просто нужно искреннее отношение к вам, чтобы вы видели, что он действительно хочет с вами быть в открытых, искренних, честных отношениях. Но он манипулятор по натуре здесь, этот человек, поэтому и сейчас продумывает не как искренне с вами, открыто поговорить и помириться и все наладить. Или если примирение вам не требуется, вы сейчас не в ссоре с ним находитесь, то, по крайней мере, вновь вывести вас на теплые чувства, эмоции, чтобы вы прям его снова любили, чтобы вы были его любимой кошечкой, заботливой, нежной, ласковой, прекрасной женщиной его сердца. Той девушкой, женщиной, которая все прощает, которая от любви просто цветет, и он это видит, он это замечает, расцветает его женщина. Вот это он хочет, те времена он хочет вернуть, когда он все это чувствовал, видел и все это получал. Так что такой сегодня у нас разговор выходит с вашим мужчиной. Но он наделал много всяких дел здесь и прекрасно это понимает. Сейчас он это осознает, девочки. Он чувствует вину перед вами, что виноват. Ну что, давайте теперь спросим, что он хотел бы вам сказать. Его душа, послание от его души и вашей души. Да, тяжелая здесь ситуация в том, что мужчина не понимает вообще, как будет все дальше, потому что слишком насолил, слишком много всего было сделано. Да, передержал вас, действительно, передержал до такой степени, что теперь уж думает, что вы или разлюбили, или не простите, или... Ну, в общем, все поняли вы, конечно, из всего, что было сказано. Давайте спросим его послание от его души, вашей души. Что он хочет вам сказать? Ты моя судьба. Ты моя судьба. То, что ты появилась в моей жизни, это было веление небес, веление высших сил. Я понимаю, что ты единственная и неповторимая. Ты моя судьба. Ты та женщина, с которой мне было предначертано встретиться, которую было предначертано полюбить, и я принимаю этот факт. Какой шикарный аркан вышел у нас напоследок. Он хочет сказать, я... не могу без тебя, я понимаю, что вряд ли я мог бы вообще без тебя. Ты как путеводная звезда, ты как человек, который пришел в мою жизнь и изменил ее до неузнаваемости. Знай, что ты самый главный и самый значимый человек в моей жизни. Как дальше сложится, что дальше будет, покажет время. И, конечно же, никто из нас не знает будущего, и предсказать его невозможно. Но он видит свое будущее с вами. Несмотря на то, что вот такую сложную картину мы здесь увидели. Этот человек хочет вам сказать, ты главная, ты лучшая. Я преклоняю перед тобой колени, потому что ты единственная и неповторимая. Ты моя судьба. И сейчас я это понимаю гораздо более глубоко, чем это было когда-либо. Я это понимаю абсолютно на все 100%. Вот такой, дорогие мои, сегодня получился у нас расклад. Кстати, на дне колоды у нас 9 кубков. Несмотря на то, что это эгоист, это человек, сконцентрированный на себе, на своих интересах, на своих потребностях. Вот такие шикарные слова этот эгоист все-таки смог сегодня произнести только для вас. Благодарю вас, мои драгоценные, за то, что досмотрели до конца. Желаю вам счастья, любви, добра, гармонии, вдохновения. Конечно же, защиты и покровительства высших сил. Буду благодарна вам за лайк, за теплый комментарий под моим видео. Всех обнимаю, очень люблю. И пока-пока. До следующего расклада.